Предприниматели чаще испытывают депрессию, чем офисные сотрудники. Предприниматели живут в своеобразном мире хаоса практически всегда. Жириновский пользовался когда-нибудь психотерапевтом, как ты думаешь? Ментальность пост-СНГшного пространства, она пока что скептически относится к психотерапии. Дарья Байкова, психолог, работающий в психоаналитическом подходе. Образование – Московский институт психоанализа. Дополнительная специализация в психосоматике. В настоящее время получает дополнительное образование в университете Зигмунда Фрейда в Австрии. Является автором статей в таких журналах, как «Сноб» и «Психологи». Есть такое заблуждение, что человек, который работает в психотерапии, он становится правильным, прилежным, не хамит, не грубит и так далее. Всем привет. Даша, привет. Скажи, пожалуйста, чем отличается психиатр от психотерапевта и от психолога? И в каком случае необходимо начать подбирать себе специалиста и какого специалиста надо подбирать в каком случае? Психолог – это специалист с базовым психологическим образованием, который работает чаще всего в консультационном формате, то есть это работа с невысоким уровнем стресса, это может быть какие-то сложности в отношениях, возможно, потери работы. Также это специалист, который работает с обработкой статистических данных, часто работает при школах. Но человек, который испытывает стресс, каким образом он должен понять, какой у него уровень стресса? Есть люди, в принципе, сами по себе стрессоустойчивые. Как понять, в каком я нахожусь состоянии, например? Я думаю, самая лучшая шкала для оценки – это понять, насколько это состояние стресса сильно влияет на твое качество жизни. Например, если человек замечает, что его ритм жизни, его социализация, его реализация в работе или способность выполнять обычные рутинные для него дела сильно снижается, то это первый признак и сигнал того, что уровень стресса достаточно чувствительный, и с ним пора работать. Пора работать с психиатром, психотерапевтом или психологом. Психотерапевт имеет право и часто работает в связке с психиатром. Психолог работать с психиатром в связке не может, потому что это разный уровень глубины работы. Психолог не работает с расстройствами личности, с тяжелыми депрессиями. Психотерапевт работает по большей части с причинами и с корнем состояния, с которым человек к нему приходит. Это не работа с симптоматикой. Психотерапевт работает с бессознательным материалом и имеет навык работы с личностными расстройствами, то есть с более тяжелыми состояниями, что недоступно для психолога. И здесь еще имеет очень большое значение, о какой стране мы говорим, потому что в России регуляция работы этих специалистов, она очень размытая. Есть некоторый хаос, на мой субъективный взгляд, и есть непонимание, где заканчивается психолог, начинается психотерапевт. Психиатр, он в каком случае тоже нужен? Психиатр – это человек, который имеет медицинское образование в первую очередь, и он работает фармакологически, то есть он не ведет терапию, он не работает с бессознательными установками, с внутрипсихическим процессом человека. Он работает с симптоматикой психической и помогает ее регулировать и стабилизировать. Психиатр также работает с менее тяжелыми состояниями, например, депрессия. Да, важно понимать, что депрессия тоже бывает разной тяжести. И в идеале лечение депрессии происходит, безусловно, психотерапия, но может быть также с подключением психиатра для того, чтобы на время дать возможность психике человека в этом состоянии быть способной работать в психотерапии, потому что это тоже не всегда доступно. И тогда психиатр является тем, кто обеспечивает этот ресурс человеку для того, чтобы он смог продвинуться в психотерапии, для того, чтобы стабилизировать его какие-то острые состояния, да, например, суицидальные фазы. Бизнесмен получает больше стресса, чем обычный офисный сотрудник. Как ты думаешь, с чем это связано? Я думаю, это связано с тем, что предприниматель, безусловно, живет в постоянном, очень высоком уровне напряжения. Это связано с тем, что ответственность за все его дело, безусловно, сводится к нему одному. Это высокая ответственность, это
готовность сталкиваться с результатами своих решений. Это очень большой объем неопределенности, с которым предприниматель живет стабильно, потому что психика, она всегда стремится к какой-то стабильности или определенности, но предприниматели живут в своеобразном мире хаоса практически всегда. И, безусловно, это требует очень больших ментальных усилий. Это то, что может быть причиной и тревожного расстройства, и депрессивного состояния. Изоляция, наверное, психическая у предпринимателя тоже может быть причиной таких состояний. Что я имею в виду? Не всегда у предпринимателя есть возможность поделиться своими страхами или опасениями. Иногда невозможно это сделать и с командой, потому что это люди, которые зависят от предпринимателя, и это потенциально может внести некоторую смуту. Не всегда возможно поделиться некоторыми переживаниями в кругу семьи. Не все готовы выдерживать такой же уровень неопределенности и стресса, как сам предприниматель, условно говоря, там его семья, его родители, его друзья или его партнеры не всегда способны выдержать вот такое напряжение, какое способен он. И от этого он периодически выбирает не делиться этим. Соответственно, нет никого, кто способен контейнировать его чувства. То есть контейнирование — это такая возможность разместить где-то свои чувства, чтобы в них можно было разобраться, чтобы можно было неизолированно их переживать, с кем-то это обсудить. И получается, что в какой-то точке предприниматель, скорее всего, варится в этих переживаниях сам. Постоянное проживание в таком уровне напряжения и неопределенности, оно все-таки меняет психику, и психика наращивает дополнительные защиты, чтобы быть способной вот в этом хаосе предпринимательства функционировать, вживать, стабилизироваться. Расскажи про примеры. Может быть, какие-то есть такие примеры, про которых ты можешь рассказать, что можешь точно сказать, что вот этот человек вот точно работал с психотерапевтом, потому что видны вот подобные изменения, чтобы наши зрители могли на это обратить внимание. Если мы говорим о каком-то впечатлении, что человек находится в личной психотерапии, наверное, это очень часто связано со сменой ценностей. Даже вернее сказать, не смена ценностей, а это изменение фокуса внимания. Жириновский пользовался когда-нибудь психотерапевтом, как ты думаешь? Слушай, может быть, да. Есть такое заблуждение, что человек, который работает в психотерапии, он становится правильным, прилежным, не хамит, не грубит и так далее. Но на самом деле Жириновский — это очень неплохой пример человека, который мог бы ходить в психотерапию. У него, конечно, некоторые моменты с его активным нападением на других, они могут быть спорные, но очень похоже на то, что он чувствовал себя достаточно свободно, чтобы проявляться так, как он хочет. Я думаю, что это одна из основных задач психотерапии. Дать возможность быть свободным в своих действиях? Да, быть свободным в своих проявлениях и проявляться так, как ты хочешь. Ну, мы сейчас, естественно, не говорим о том, что конфликтует с законодательством. Да? Если человек чувствует потребности кого-то убивать, об этом уже мы, конечно, будем говорить в другом ключе. Но изначально задача психотерапии — это не причесать и прилизать, а это дать возможность человеку узнать себя лучше и проявляться свободнее, и понимать свои потребности внутренние, не внешние потребности, которые, например, социально одобряемы, социально приемлемы, а иметь вот эту возможность где-то идти, ну, условно говоря, против течения или где-то отделиться. Это очень тесно, на мой взгляд, связано с внутренней свободой, которую, в общем-то, обеспечивает психотерапия. Если взять твою практику работы с бизнесменами, в основном с какой частью подсознательно приходилось с ними работать? Это больше действительно депрессивные состояния были? Нужно понимать, что в предпринимательство пойдет не любой человек. Это определенная структура личности, которая способна вот это все выдерживать.
И очень часто это связано с тем, что это человек, который, возможно, при своем взрослении столкнулся с атмосферой хаоса и рос в ней, и эта атмосфера хаоса для него в некотором мере является нормой, и поэтому он способен в этом существовать, работать и выживать. Нельзя игнорировать, что предприниматель — это человек, который стремится доминировать. И доминировать без контроля, без давления практически невозможно, и это важно понимать. И это важно учитывать и в кругу семьи, и за пределами, потому что очень сложно для человека быть. Понятно, что мы в разных ролях периодически присутствуем, да, там, например, я психотерапевт, и, там, я жена, и я дочь, это разные контексты. Не все из одной роли перетаскиваю в другую. В то же время для предпринимателя достаточно сложно отключить весь объем контроля, приходя в другую роль. Может быть, есть какие-то профилактические методы для того, чтобы не допускать ухудшения своего плохого внутреннего состояния? В первую очередь это социализация, то есть у человека должна быть социализация, это должны быть какие-то встречи с друзьями, это может быть какие-то встречи, где человек занимается своим хобби, где он может поделиться чем-то, что лежит за пределами его профессиональной деятельности, то есть встречи со своими сотрудниками за пределами офиса, тоже социализация, но в идеале мы ищем что-то другое. То есть что-то другое — это что-то, что может отвлечь от работы. Что-то, что может отвлечь, да, и может какую-то новую, свежую волну дать, потому что работа — это рутина. Спорт. Безусловно, это спорт, безусловно, это психотерапия в моем представлении. Кто-то вяжет, кто-то рисует, все это может помочь, правильно понимаю? Вяжет, рисует, да, но зачастую это я бы отнесла деятельность к разряду хобби. Если мы говорим про спорт, это все-таки какая-то активная деятельность. Мы не будем включать шахматы в спорт, например. Почему? Потому что шахматы — это сидячая работа, это умственная деятельность. Когда мы говорим о спорте, вот в рамках вот этого контекста, мы говорим о спорте как о движении тела. Угу. Это работает на разных уровнях. Мы идем заниматься спортом и не работать там ментально. Мы идем заниматься спортом, чтобы разгрузить себя гормонально, чтобы почувствовать контакт с телом, который в любом случае будет утерян, если человек работает, если образ его жизни сводится к тому, что он очень много сидит. Есть такой термин, как эмоциональное выгорание. Как с этим можно справляться? И при появлении ощущения этого эмоционального выгорания, что можно делать, что нельзя делать? Это может быть ряд симптомов. Это усталость хроническая, которая превышает обычный уровень. Если мы говорим о предпринимателях, к сожалению, они очень часто находятся в состоянии хронической усталости. Но если она усиливается еще сильнее, это уже симптоматика того, что может перерасти в эмоциональное выгорание. Это неспособность делать все то же самое, что предприниматель делал раньше, на том же уровне. Это даже нежелание в какой-то мере взаимодействовать с этим бизнесом, погружаться в него, то есть хочется от него дистанцироваться. И, безусловно, это могут быть такие состояния, как повышенная тревожность, это может ощущаться как подавленность, как нежелание вообще что-то делать не только в рамках своего бизнеса, но и за его пределами, например, какие-то хобби, занятия спортом, время с друзьями или семьей, тоже как будто бы теряют прежний вкус. Это становится менее интересно, хочется немножко закрыться в себе и побыть в своей пещере. Если мы говорим о том, что с этим делать, то, опять же, в первую очередь не игнорировать. Очень часто у предпринимателей на движке того, что человек готов справиться со всем сам, он привык контролировать, он привык доминировать, он предполагает, что вот это состояние усталости, такой необычной усталости для себя, чрезмерной усталости, он как будто бы пережмет, перетерпит, и это закончится. Но, к сожалению, это не то, как это работает. Такой формат
решить эту проблему, он только может ухудшить это эмоциональное выгорание, потому что последние ресурсы, которые есть у предпринимателя, они будут направлены не на то, чтобы как-то разобраться с тем, что происходит, а на то, чтобы пережать это. И, будем честны, предпринимателям достаточно часто, не всегда, но часто достаточно сложно в целом говорить о своих чувствах. Они больше заточены на результативность, на то, что приносит доход, на цифры, на что-то такое, что легче гораздо оценить, чем внутренние чувства. И вот эта сфера внутренних чувств очень часто для предпринимателей какая-то неизведанная зона, которая так отодвигается, потому что это процесс, он какой-то непонятный, там нет четкой эффективности, и очень часто предприниматели с внутренним миром своим не так готовы взаимодействовать и погружаться, как, например, они открыты для внешней среды. Как отличить амбиции от саморазрушения? Амбиции — это то, что заряжает, это то, что в какой-то мере питает, и это двигает предпринимателя вперед из удовольствия. Мы не говорим сейчас о полном удовольствии, да, но что-то там есть такое удовлетворяющее внутри. Если мы говорим о саморазрушении, то это динамика противоположная, когда предприниматель двигается от страха быть недостаточным, от ощущения, что с ним что-то не так, что он должен доказать, что он, в общем-то, не может остановиться, потому что он может что-то потерять, он может кого-то разочаровать. Это такая динамика, когда своей деятельностью предприниматель пытается удовлетворить не себя, а удовлетворить или в какой-то мере окружающих, или какие-то внутренние родительские фигуры. Вопрос следующий. Какая привычка способна изменить психику предпринимателя? Я думаю, что привычка наблюдать себя — это база, которая очень сильно способна облегчить жизнь предпринимателя. Что я имею в виду под этим? Это наблюдение своего внутреннего мира, что происходит со мной, почему я на что-то реагирую так или иначе, что мои силы истощает, где я могу найти какое-то наполнение, где я могу чем-то поделиться, где я удерживаю очень много в себе. Это в том числе способность саморегуляции. В общем-то, это то, что способно обеспечить ресурс предпринимателю, чтобы двигаться дальше. Психика предпринимателя — это один из самых важных ресурсов бизнеса, и владение собой, в моем представлении, очень сильно и прямо пропорционально влияет на эффективность работы и на результат. Безусловно, это актуально для любого человека, но в ключе предпринимателя, мне кажется, это особенно важно. Почему доход становится мерилом собственной ценности? Это очень подвязано к целям, я думаю, которые ставит перед собой предприниматель. Очень часто есть еще такая вещь, как достижение цели, когда достижение цели не приносит ожидаемого удовлетворения или счастья предпринимателю. Это все может быть свидетельством того, что цель, к которой предприниматель двигался, она не совсем принадлежит ему. Да, это какая-то больше такая социальная цель. И доход может быть источником почувствовать себя значимым, достаточным. Прямо пропорциональная связь. Чем больше мой доход, да, тем более я важный, тем более я сильный, тем более я значимый. И это такая конструкция, на которой кажется, что можно решить вот эту проблему, заполнить какую-то внутреннюю пустоту, и, соответственно, чем больше, тем лучше. Но очень часто в такой погоне сталкиваются с какими-то истощающими состояниями, с депрессивными, когда вот эта цель по деньгам, допустим, достигнута, а вот этого ощущения внутреннего удовлетворения не приходит.
Конечно, оно присутствует от того, что какая-то задача достигнута, есть какая-то эйфория, но вот этого внутреннего глубинного удовлетворения не происходит. Вот эта внутренняя пустота, она закрывается вот этим адреналином, напряжением, постоянным пониманием, что делать, решением задач. Когда всего этого уже не нужно, когда цель достигнута, вот этого контекста вокруг нет, внутренняя пустота становится более заметной, и это проблема. Как строить авторитет без токсичности? И если можешь привести примеры, например, может быть, ты знаешь, токсичного авторитета и нетоксичного авторитета в публичном пространстве. Ну, это не очень корректно с моей стороны каких-то живых людей приводить в пример. Я просто могу о каких-то фантазийных фигурах поговорить. Если мы говорим о токсичном авторитете, да, такой какой-то тирании, то это всегда попытка контролировать и взять верх, чтобы не почувствовать себя слабым и уязвимым. Для тирана почувствовать себя уязвимым – это подобно смерти, поэтому, в общем-то, весь фокус жизни будет направлен на то, чтобы вытеснить и выжить ситуации, в которых это может произойти. Если мы говорим о лидерстве, то это состояние, это личность, которая не боится столкнуться с тем, что кто-то способнее него или что-то лучше понимает. Это личность, которая не боится делать ошибки. И у этой личности хорошо разделено я как личность и я как моя деятельность, да, то есть мои какие-то неудачи, мои ошибки, они не отражение того, что со мной что-то не так, это отражение того, что что-то в этой деятельности пошло не так, да, я сейчас буду разбираться, что лидер не пытается управлять страхом, что является инструментом управления тирана, то есть тиран пытается запугать, и в этом его способ управления, потому что сам очень сильно боится. То есть я услышал, кто такие тираны и так далее, а как это построить без тактичности, я вот ответ на вопрос не услышал. Это давать пространство сотрудникам для их идей, быть открытым для их ошибок, быть открытым для того, чтобы кто-то из сотрудников проявлял инициативу, мог быть открытым для возможности того, что кто-то из сотрудников разбирается в чем-то лучше, чем предприниматель. Человек, который использует своим способом управления такое доминирование жесткое и тиранию, для него по каким-то вот таким внешним советам это практически невозможно вот так вот взять и переключиться, потому что есть внутренний стержень, который стимулирует его. Да, то есть это мировоззрение, в котором невозможно быть слабым, и изо всех сил нужно держать вот эту картинку, подобие власти, доминировать и не давать никому развития. До 60% браков предпринимателей распадаются в первые годы активного роста бизнеса, по данным статистики. С чем это может быть связано, как это работает, как с этим, Что с этим делать? что с этим делать, да. Но я могу предположить, что чаще всего это связано с эмоциональным отсутствием партнера, потому что бизнес, когда он только взращивается, требует огромного количества времени, ресурсов, и, в общем-то, он становится некоторым центром жизни предпринимателя, и, безусловно, семья и все остальные уходят на задний план. Не все готовы, наверное, с этим мириться, или не все понимают процесс того, что происходит. Предпринимателям может не хватать ресурса для того, чтобы инвестировать в себя еще и в отношения в достаточном объеме. Но, с другой стороны, важно понимать, думает ли об этом предприниматель, и есть ли у него вообще такая задача в ряде всех его задач, что есть отношения, которые тоже требуют каких-то усилий. Часто бывает так, что отношения отодвигаются на задний план, как-то автоматически. Это менее, наверное, понятная среда для предпринимателя, ведь в бизнесе более
проще оценить результаты, прибыль, какую-то эффективность. Бизнес может иногда быстрее давать результаты. Он понятный. В отношениях этот результат не всегда понятный. Возможно, иногда предприниматель за счет того, что это очень разные процессы, не понимает смысла, да, в это вкладываться настолько сильно. С другой стороны, если предприниматель чувствует, что есть такая проблема, и он хочет что-то с этим сделать, я думаю, что какие-то окна времени, запланированные заранее со своей семьей или партнером, это хороший шаг, но время, когда предприниматель готов себя инвестировать и присутствовать в этой встрече, это означает иметь фокус внимания на семье или на партнере, не перебирая в это время бесконечные бизнес-процессы, идеи, какие-то диалоги, потому что это просто не будет иметь никаких результатов. Да? Физическое присутствие человека — это не равно его эмоциональное присутствие, и это, естественно, сразу ощущается. Я думаю, что об этом стоит говорить в первую очередь, потому что все разные. И, возможно, для другой стороны понимание, что это какой-то период времени, что это адаптация, тоже может быть хорошей поддержкой. Ведь это тоже можно воспринимать очень по-разному. Вот такую увлеченность своего партнера бизнесом. Кто-то это может воспринимать на личный счет, а кто-то может это нормально с этим существовать, зная, что это необходимый период времени. Что бы ты могла пожелать, какие рекомендации дать для сохранения своего психического здоровья? Чего нужно избегать и чего избегать не нужно? Пожелать я хочу душевного равновесия и удовлетворенности. Я думаю, очень важно для любого человека разделять роли, и это помогает переключиться и помогает не переносить, например, большую часть рабочей среды в личную жизнь. И важно, наверное, Как эти роли разделять? Что это вообще за роли? Ну, например, предприниматель приходит домой с работы, он может быть на агрессии, на каком-то драйве, или он может быть уставший, истощенный или раздраженный. И при взаимодействии с семьей он все это может выливать на семью, но семья здесь ни при чем. И можно взять себе какой-то ритуал, когда, например, там, первые полчаса или 10 минут времени сознательно предприниматель уделяет время себе. Может быть, идет в душ, может быть, лежит на кровати, может быть, пьет чай в тишине. Это для всех очень разное. И в этот момент он сознательно переключает себя, что вот я был на работе, вот я пришел домой, я здесь никуда не гонюсь, я здесь ни с кем не соперничаю. И это очень сильно помогает снизить вот этот градус всех чувств. Или, может быть, он понимает, что у него есть потребность поговорить об этом, да, может быть, у него есть какое-то раздражение, которое ему хотелось бы обсудить с партнером, но не вылить его на партнера. И это тоже способ поговорить об этом и переключиться. Я думаю, хорошая идея было бы каждому человеку как-то секторировать свою жизнь и наблюдать, что происходит в разных ее частях. Очень часто мы фокусируемся на чем-то одном, и это сильно делает нашу жизнь уже и проще, наверное. По-хорошему всегда должна, помимо работы, присутствовать деятельность, которая называется хобби, да, когда мы туда можем что-то инвестировать, не ожидая финансовой отдачи, но эмоционально мы там разгружаемся, мы находим новые контакты, нас это увлекает и это интересно. Всегда есть зона здоровья и спорта. Да, мы не забываем, что банальные приемы пищи, нормальное кормление себя, сон и время, запланированное на отдых, очень сильно влияет на состояние. Отдых является важным инструментом для того, чтобы быть способным функционировать качественно и эффективно дальше. И, к сожалению, это часто игнорируется. Я думаю, это то, на что стоит обратить внимание. Также есть сектор семьи, есть сектор друзей.
И очень важно иногда пробежаться по этим секторам и осмыслить, что происходит у меня в этих секторах, где, возможно, мне нужно чуть больше внимания этому уделить, где у меня происходит перекос в работу. Безусловно, есть разные этапы, и иногда мы отчетливо понимаем, что перекос в какую-то сторону, он сейчас необходим, но потом мы это компенсируем, и это помогает, наверное, испытывать удовлетворенность в целом от жизни и иметь вот какой-то плюс-минус внутренний комфорт. Да, мы не говорим о каком-то тотальном постоянном комфорте, потому что это все-таки больше фантазийная история. Но вот эта вот средняя какая-то удовлетворенность тем, что происходит со мной и тем, что происходит в моей жизни, это, наверное, то, к чему стоит стремиться.